Здравствуйте! Перед авторами аниме по Рику и Морти стоит очень серьезная задача – сделать из мультсериала, который редко использует язык эмоций, драмы и кино, японский мультик, базирующийся на эмоциях персонажей и их драматических историях. Даже в комедийных аниме персонажи редко делают что-либо, чтобы высмеять самих себя или спародировать кого-то. Отнюдь. Метамодернистских наклонностей у японских авторов почти не наблюдается. Потому очень интересно посмотреть, как из Рика и Морти делают аниме. А в конце я расскажу, почему данный формат для развития наших любимых персонажей имеет огромный потенциал. Но сначала переходите в мой телеграм-канал, ссылка на который находится в описании. Давайте соберем там всех любителей Рика и Морти, Коня Боджека и других очень крутых мультсериалов. Будет полезно держать связь, учитывая участившиеся сбои на ютубе. Начинается эпизод с представления нам космической Саммер, которая борется с громфламитами по заветам своих предков. В очередной раз эти насекомые захватывают очередную планету, а ее жители в целом и не собираются отбиваться, обосновывая это тем, мол, они настолько преисполнились в своем познании, что не участвуют в конфликтах, и благодаря этому их общество процветает. Есть в этом часть разумности, однако я категорически не согласен с их позицией. Настоящий мир невозможен без готовности в нужный момент защитить себя. Пока добрые существа будут играть в пацифизм и гуманность, другие будут забивать на правила этой игры и смогут воспользоваться их культурой, отказавшейся от конфликтов, чтобы забрать чужие ресурсы, не встретив при этом никакого сопротивления. А было бы сопротивление, может, никто бы и вовсе не подумал нападать, ведь на это ушло бы куда больше сил, времени и средств. Принципы — это хорошо, просто прекрасно, и свои идеи нужно защищать, но в реальности все чуть сложнее, и не все будут с вашими принципами считаться, а кто-то захочет их использовать против вас. И если же ваши принципы окажутся вашей слабостью, то какой от них толк? Идеи должны усиливать волю человека, а не запирать его в определенные рамки дозволенного и недозволенного. Вспоминаем кредо ассасинов из Assassin's Creed. И, конечно, я никогда не поверю, что никто из жертв, живущих на этой планете, не захотел дать отпор громфламитам, вопреки приказам свыше и собственной культуре, которая, мол, отказалась от конфликтов. Кто-то бы точно собрал восстание и хоть какими-то силами бы решил отбиваться от нападения захватчиков. Ну да ладно, ведь им и не пришлось. Тот самый отпор дала Саммер вместе со своим другом, взломав корабль колонизаторов. Пока неизвестно, или по крайней мере я не смог понять, зачем и почему здесь нужна была эта мини-история про планету пришельцев, ибо на протяжении всего эпизода не будет даже отсылки на нее. Так что спасибо, переходим к основному сюжету серии. Рик, как и делал когда-то до этого, сдается в плен громфламитам. Его собираются пытать, очевидно, забавы ради, ну и чтобы вытянуть из его огромного мозга умнейшего существа во вселенной информацию. Посадить в тюрьму за создание или, что более вероятно, просто хранение бомбы из антиматерии. Запомните эту штуку, она пригодится нам в будущем. Конечно, наш дедушка просто так никогда не сдался бы, потому играется с громфламитами сейчас его голограмма, а Космо-Бет, получив координаты насекомых-колонизаторов, летит с ними разбираться, пока сам ученый дрейфует где-то в очень странном месте. Хотя сначала кажется, что он просто на другой планете, подлинно известно то, что выбраться оттуда у деда получилось впоследствии только при помощи кротовой норы, то есть специального тоннеля в пространстве и времени, а портальная пушка не смогла ему помочь в данной ситуации. А значит, находится дед сейчас вместе за гранью нашего привычного понимания пространства. Однако Рик здесь не просто так. Бомба из антиматерии, находящаяся у него, сводит с ума пространство и время, как выразился сам ученый. Скорее всего, именно поэтому дед отдыхает сейчас не у себя дома, где этот эффект был бы куда сильнее, а совсем в ином измерении. На связи с ним тем временем Саммер. Ее задача состоит в том, чтобы следить за местоположением Рика и в нужный момент найти кротовую нору, через которую ученый и попадет домой. Время уходить еще не пришло, потому пока можно расслабиться. Последим лучше за Морти, который играет VR-приставку, подаренную ему дедушкой. Конечно, это не обычные VR-очки. Погружение в игру в них настолько глубокое, что сильно уйдя в виртуальный мир, можно спутать его с реальным и заплутать в серых джунглях программного кода. На пацана со световыми мечами нападают отморозки, которых по сюжету игры он ограбил. Конечно, сам Морти этого не делал, ему приходится отвечать за поступки своего игрового персонажа. Как вдруг из земли
земли вылезает огромный монстр, который пожирает нашего героя, а потом пожирает еще одного и еще двоих. Как минимум 4 Морти играют сейчас в эту VR-RPG. В черной броне, синей, желтой и красной. И у каждого из них своя судьба, но все они переплетутся в конце. А свяжет их вещичка, названная слезой, потом и, наверное, еще какими-нибудь жидкостями дракона Нендера. Неважно, что это за дракон, главное, что этот шар с лицом Морти каждому из наших героев подарят важные для них в игре люди. Черный получит его от загадочной девушки, которая в будущем в аниме станет одним из действующих персонажей, ибо мы можем увидеть ее в опенинге и не раз. Желтому шарик подарит новый друг, подставивший Морти в начале его игры, но после осознавший свою вину. История красного неизвестна, а к синему придет Рик из другой вселенной. Непонятно, является ли его появление частью игры, или он с какой-то целью сам полез в этот виртуальный мир, однако это добавляет еще больше недосказанностей. Похоже, что наши вселенные переплетаются, даже в этой тупой игре. Самое фиговое, что все это реально. Несколько реальностей протекают одновременно. Муть собачья. В итоге все эти Морти застревают в VR-игре, хотя изначально каждый из них знал о нахождении в виртуальной реальности, о чем поведал и своим новым друзьям. Правда, это не помешало ему все равно оставаться жить в выдуманном мире. Видимо, здесь пацану понравилось больше, чем в реальности, а в какой-то момент он и вовсе забыл о том, что находится в игре. Дальше нить связи между разными Морти, к сожалению, немного потерялась, развалилась, как и таймлайн в целом. Отличить одного пацана в желтой футболке от другого становится проблематично. Их судьбы будто переплетаются из-за бомбы из антиматерии Рика. Понять хоть что-то мы можем лишь благодаря связи Морти с новыми людьми. Тот парниша в супергеройском костюме и незнакомая девушка. Эти двое стали новой любовью нашего внука. Стали теми, с кем он прожил новую жизнь, в хоть и виртуальном, но по-настоящему живом мире. Однако в какой-то момент судьбы нескольких Морти и его друзей разделились в виртуальном пространстве и времени, чтобы в конце сойтись с судьбами людей, с которыми пацан прожил не одну жизнь, создал успешную карьеру, приятно проводил время, открыл им душу, полюбил их. Символом связи Морти с новыми друзьями становится тот самый шар, который, стоило им воссоединиться вновь, символично выпадает из кармана пацана. И умирает наш герой до последнего, сжигая в руках не слезу дракона Нендера отнюдь, и не странный шарик с нарисованным лицом, а собственное сердце, зажженное когда-то странной девочкой или слабым на вид, но сильным духом парнишей. Но вот Рику пришла пора вылезать из дыры, в которую он себя загнал в руке с бомбой из антиматерии, а значит, игра, подарившая Морти новую жизнь, закончена. Поздравляю вас, друзья! Это одна из драматических историй в Рик и Морти, которая заканчивается не шуткой. В этом эпизоде вообще было минимум юмора, и я одобряю такое. Наш любимый мультсериал и его персонажи могут работать, не отвлекаясь на серии про степную жидкость или уединенные походы в туалет. На серьезных щах Рик и Морти, возможно, будет восприниматься даже лучше. Можно будет развивать персонажей и их историю куда быстрее и плотнее, не загоняя себя в рамки одного или двух сюжетных эпизодов в сезоне из-за того, что, друзья, у нас контракт еще на 100 сезонов, слишком много сюжета не показываем, а то потом наша творческая сила иссякнет полностью и показывать будет нечего. Аниме-тайтлы подобных ситуаций почти лишены, если только речь не о тех, которые наполнены филлерами и имеют несколько сотен или тысяч эпизодов. И надеюсь, что Рик и Морти станет таким японским мультсериалом, который будет плотно наполнен глубокой историей в научно-фантастической мультивселенной. Такаши-сана, я в вас верю. А вы не забудьте про телеграм-канал, ссылка в описании.